Этот маленький щенок изо всех сил старался спасти свою маму. Вы не представите, как поступила бригада рабочих. В малом промышленном городке у подножия невысоких гор возведение нового жилого квартала не прекращалось ни на минуту. Для местных обитателей стук молотков и гул бетономешалок превратились в обычный звуковой фон. По утрам их будил рев грузовиков, по вечерам аромат раскаленного асфальта и цемента. Все в городе понимали, эта стройка — важный проект, обещавший множество новых вакансий и надежду на преобразование старого квартала. Именно там и произошли события, которые показались бы небылицей, если бы их не видело множество очевидцев. История женщины-инженера и бездомного песика, неожиданно оказавшегося на стройке. Руководила работами Елена Сорокина, инженер с почти 20-летним опытом. Ее отлично знали в профессиональных кругах, серьезная, требовательная к себе и подчиненным, но при этом душевная. Елена начинала простым проектировщиком, трудилась на нескольких ответственных объектах, а затем ее поставили во главе этого масштабного проекта. «Она не бумажный работник», — говорили рабочие. И действительно, в каске, с папкой чертежей под мышкой, Елена в любую минуту могла взобраться на леса, проверить уровень или помочь передвинуть тяжелую балку. Это вызывало почтение даже у тех, кто поначалу с недоверием смотрел на женщину-начальницу. Елена была уверена, людям необходимы не только деньги, но и уважение. Поэтому она всегда находила время на небольшие знаки внимания, кому-то приносила кофе, кого-то поддерживала. Иногда достаточно было ее улыбки, и утомленный каменщик с новыми силами возвращался к делу. Ее способность видеть личность за рабочей специальностью создавала на площадке особый климат, не похожий на другие объекты, меньше ссор, больше настоящей взаимовыручки. Именно в такой рутине, полной шума и усталости, на стройке, однажды появился щенок. Маленький, грязный, с ребрами, проступающими сквозь шерсть, и его недоверчивый, но любопытный взгляд сразу привлек Елену. «Сам уйдет», — отмахивались рабочие. Подобных собак в округе водилось немало. Но щенок не уходил. Он подбегал к каждому, радостно виляя хвостиком, будто проверяя, вдруг здесь его утешат. Елена первой наклонилась к нему. «Тебе тут нельзя оставаться, малыш», — произнесла она тихо, «но я о тебе позабочусь». Щенок тут же прижался к ней, словно обрел то, чего искал. Его назвали Рэем. С того дня жизнь на стройке переменилась. Рэй быстро стал своим. Он встречал рабочих у ворот по утрам, провожал их вечером. Порой приносил клочья тряпок или обломки пластика, будто вносил свою лепту. Суровый каменщик Владимир, привыкший молча выполнять задачи, сначала отгонял щенка. Но спустя пару недель признался напарнику, когда он рядом, как-то спокойнее. Присядешь перевести дух, а он ляжет у ног. И будто силы прибавляются. Юный разнорабочий Дмитрий, напротив, с первого дня проникся симпатией. Он приносил Рэю еду, забавлялся с ним в перерывах. «Он лучше любого прораба умеет настроение поднимать», — смеялся он. Щенок повлиял и на общую атмосферу. Там, где обычно царили усталость и раздражение, теперь раздавался смех. Люди стали чаще общаться между собой, делиться историями. Для них это было в новинку, раньше каждый думал лишь о своей задаче и получке. Особая связь установилась между Рэем и Еленой. Пес чувствовал ее напряжение. В моменты наивысшего стресса он подходил и клал морду ей на колени. «Он чувствует, когда я на пределе», — делилась Елена с коллегами. Для нее Рэй стал не просто случайной находкой, а чем-то вроде талисмана. Весна выдалась знойной и засушливой. В один из дней бригада занималась заливкой фундамента под новый корпус. Все шло по плану, но Елена заметила неладное. Бетонная смесь была слишком жидкой и подавалась чересчур быстро. Она поспешила к машинисту, чтобы остановить процесс, но поскользнулась на мокрой балке и свалилась прямо в поток. Бетон мгновенно облепил ее ноги, затягивая выше.
Елена закричала, но рев насосов заглушил ее голос. Первым забил тревогу Рэй. Щенок сорвался с места и принялся лаять, носясь кругами. Его отчаянный визг услышал Дмитрий. Он обернулся и увидел Елену, уже по грудь затянутую в густую массу. «Сюда, быстрее!» — закричал он. К нему бросились Владимир и еще несколько рабочих. Они ухватили Елену за руки, попытались вытащить, но бетон уже начинал схватываться. Каждая секунда была на счету. Рэй не умолкал. Он метался вокруг, тянул людей за спецовки, визжал. Позже рабочие рассказывали журналистам, мы уже начали паниковать. А он, своим лаем, будто командовал нами, не давал опустить руки. В конце концов, усилиями 6 человек Елену вытянули. Она рухнула на землю, вся в бетоне, задыхаясь, но живая. На площадке воцарилась тишина. Никто не мог поверить, что катастрофы удалось избежать. Елена, дрожа от потрясения, обняла Рэя. «Ты мой герой», — прошептала она. Весть о щенке мигом разнеслась. Местная газета вышла с заголовком «Пес спас жизнь руководительницы стройки». На радио обсуждали, как маленькое животное сумело изменить поведение десятков взрослых мужчин. Но куда значимее оказались перемены внутри самого коллектива. Рабочие, ранее думавшие только о заработке, стали иначе относиться к работе и друг к другу. Владимир начал помогать новичкам, чего за ним прежде не водилось. Дмитрий признался товарищем: «После того дня мы стали командой. Раньше каждый сам за себя, а теперь понимаем, вместе мы справимся с чем угодно». Жители района приходили на стройку просто взглянуть на Рэя. Дети пытались угостить его, взрослые улыбались. Вот кто настоящий сторож. Елена же не скрывала чувств. Этот пес показал нам, что простая забота способна менять жизни. Он спас меня, но, что важнее, он спас нас от привычного равнодушия. Стройку завершили в установленные сроки. Но когда жители говорят о новом доме, они вспоминают не бетон и арматуру, а историю маленького бездомного пса, который однажды совершил невозможное. Рэй остался жить у Елены. Теперь он вырос, превратился в крепкого пса, но по-прежнему встречает рабочих уже на новой площадке. Для многих он — символ не только везения, но и того, что в самых суровых обстоятельствах всегда остается место для доброты. И каждый раз, видя его у ворот нового комплекса, люди понимают, иногда именно те, кто кажется слабым, оказываются сильнее всех и способны изменить целое сообщество. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До свидания.